Липицька Юля – українка. Гарна і розумна жінка. Справедлива і красива, ніжна, вільна і щаслива. Стих прислала мне Олена Довженко, поэтому предлагаю возродить старую и милую традицию. Пишите мне стишки в комментариях, ну а я буду зачитывать в следующем выпуске лучше. Приветствую вас, друзья! С вами Юля, а это ватный хит-парад. Все самое дикое и сочное из страны процветающих скрепных болот. Я заметила, что под прошлым выпуском вы много писали мне о старушке, которая продала голос и совесть Путину за мешок еды, и даже предложили новый мем. Меня никто об этом не просил, но я была очень сознательной комсомолкой. Вот я вас не прошу, но если вы активны и сознательны, видите Юлю, ставьте лайк. Ну а мы понеслись в наш топ кринжовых новостей. Итак, 5 место. Друзья, у меня для вас невероятные новости о главном любителе традиционных ценностей в РФ. Говорят, у ботоксного молодящегося деда появилась новая любовница. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Сразу несколько западных таблоидов написали о том, что Владимир Владимирович хуёво коротает одинокие ночи с белокудрой путинисткой и главной доносчицей РФ Екатериной Мизулиной, она же фанатка шамана и глава Лиги безопасного интернета. Ну, мы же проверить не можем, да, Мизулина не скажет, сам Путин не признается. Британский таблоид Daily Mail написал, что Мизулина перешла дорогу Кабаева, и дед завел элитную и более молодую тайную любовницу. Это происходит достаточно долгое время. Об этом также написала и Mirror, ссылаясь на несколько авторитетных источников и некоторые украинские СМИ, которые в свою очередь цитировали российских инсайдеров. Всем привет! Все знают, что мне пишут 1000 писем, и вчерашний день не был исключением. Порядка 6000 писем поступило в мой адрес. Но вы знаете, какая анекдотичная ситуация выходит? Ой, да, мы же знаем, какая анекдотичная ситуация выходит. Дед уже не молод и изо всех сил пыжится изобразить, что он вполне еще ого-го. Методы такого, прости господи, пиара стары как мир. Ими пользовались практически все диктаторы, от Муссолини до Кастро, изображая альфа-самца и любителя беспринципных белокудрых дамочек, пока дамочки колесят с предвыборным туром, клеймят неугодных иноагентами, а сами поют песни бендеровцев, и им за это ничего не будет. Давай вот так просидим до утра и уходи, погоди, мне пора. Если выход один впереди, почему мы то холод, то жара? Как думаете, любится ли дед с Мизулиной, ну или так, назло Алинке делает, а может его соблазнила рыжая бестия из отрядов Путина, что давно не видно было ее, да и по возрасту подходит. Как думаете, пишите в комментариях. Я здесь за Путина стою! 4 место. Запасной президент Димон после взятия Финляндии на грудь решил снова брать Киев за 3 дня со второго захода. А то в первый раз получилось какое-то позорище. Ну, так, на черновик. Поэтому почерневший то ли от перегрева в солярии, то ли от большого количества выпитого, он снова выдал базу. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза. Потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки. И тут в чат вошли наемники НАТО, боевые комары, упоротые клещи-убийцы и гуси в больных фантазиях потемневшего от водки вестника апокалипсиса. Русской является и Одесса, которую они тоже бомбят с удовольствием от большой любви. Киев, безусловно, русский город. Если Димон пропил мозги, то... А я сейчас вам покажу. Определение «русские» пошло от викингов, ну, от тех, кто жил на Руси, на той самой, ну, киевской, в отличие от Московии, где Чудь, Мордва, Ерзя, Чухонь и Мокша, потомком которых и есть Димон, который, тяпнув лишка, снова угрожает ядерным оружием, переселением неугодных украинцев в Сибирь и плюет на могилы тех, кто не поддерживает войну. Эти релоканты, они мерзавцы, их так и называют. Они совершили уголовное преступление.
И они должны подлежать уголовной ответственности. В любом случае, как я написал, еще раз повторю, у нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы. Даже в Евросоюзе отреагировали на заявление Брюскшева Димона. По словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стана, всем же ясно, что Медведеву срочно нужен психиатр. Ну, мы давно уже об этом знали. Американцы хотят, да, захватить. Да не получится, да не получится. Россию захватит Америка. Не получится. И мы врываемся в наш топ. Дорогие зрители, если вы досмотрели до этого места, не забудьте поставить лайк выпуску, ну а мы продолжаем. Третье место и бронзовый лапоть получает сказочная история о том, как Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор, а он не завелся. Горе-агрегат вручили в честь Дня молодежи в стране. И какие бы танцы с бубнами не водили вокруг подарка агрофюрера, чудо не произошло. Местная пресса отметила, Зимбабве является свалкой некачественной продукции из Беларуси. Синепалый экс-президент Лукашенко, ну и несколько частных лиц являются крупнейшими бенефициарами сомнительных сделок между двумя странами. Пока европейцам ждать помощи явно не приходится. От собственных политиков Беларусь обеспечивает не только свою продовольственную безопасность, но и помогает другим. Почти 2000 тракторов и около 80 тысяч зерноуборочных комбайнов мы поставили в Зимбабве. В ближайшее время Беларусь пообещала поставить в Зимбабве более 3000 тракторов и 80 комбайнов. Оказалось, Лукашенко уже накормил всю Африку. В Зимбабве письмо прислал Мнангагва президент. Накормили страну, 30 миллионов человек. Хлеба не было. Уникальная страна, климат хороший. Дали технологии, им технику дали, научили, они хлебом себя обеспечили. Но и это еще не все. Президенту Зимбабве подарили еще и чудо техники – белорусский ноутбук. На фото он с интересом рассматривает чудо с наклейкой «От горизонта». Судя по всему, вскоре минский завод получит большой заказ. Хотя включился ли горизонт, не сообщается. Ты то, что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал бесплатно. Ну, не бесплатно, но за очень маленький. Ну, понятно. Но не за миллиарды долларов. Никак нет. Второе место и серебряный лапоть получает драматичный кукольный спектакль о буднях СВО. Вот вам милота из Читы. Театр кукол подготовил для детей патриотический спектакль «Семейное небо СВО». По сюжету одна из кукол, отец, отправляется на СВО, а другие, его жена и дети, рыдают, но поддерживают, ждут и отправляют рисунки на войну. Я должен защищать. А если ты погибнешь? Не плачь, родная. Я не погибну. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думает, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя! Впрочем, само действие пришлось проводить в каком-то подвале, потому что театр закрыли на ремонт 2 года назад. Да так почему-то до сих пор и не отремонтировали. Почему, интересно? Как думаете, что ж такого-то произошло 2 года назад? Читинские кукольники, после того, как их родной театр закрыли на ремонт, а с той поры прошло уже 2 года, собрали волю в кулак и продолжают творить. А еще вокруг зала летали игрушечные самолетики, взрывались игрушечные бомбы и прыгали картонные солдатики с российскими флагами. Все было очень драматично, потому что им всем очень нужна победа. Юные волонтеры, не отрываясь, смотрели за происходящим на сцене. Они были на одной волне с героями спектакля и отчетливо понимали, как страшно и больно провожать своих отцов на войну, как мучительно ждать весточки с фронта и как всем нам нужна победа.
О том, что украинцы второй год видят всю ту жуткую реальность благодаря таким вот освободителям, детям, правда, не объяснили, как и то, почему они вообще приперлись убивать в чужую страну. Сколько раз мы тебе говорили, что мы не мама и папа, родитель один и родитель два. А еще в эти праздничные, на самом деле нет, дни на болотах в ассортименте развлечений для самых маленьких поиск снарядов в зоопарке, забег детсадовцев с автоматами и праздничное плетение маскировочных сетей. Зато никакой пропаганды ЛГБТ и вероятность вырасти геем стремится к нулю. Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Первое место и золотой лапоть, несомненно, получает российское ПВО. Я люблю белгородское ПВО, которое в честь путинских в честь путинских защитничков доблестно сбило уже 8-й самолет за последнюю неделю. Тому я хочу цей келих підняти за вас. В российском Новоязе случилось пополнение. От создателей нетленных обычное головотяпство, горит трава, хлопок и жест доброй воли. Теперь пропагандисты о сбитом самолете разведчики написали: упал неустановленный летательный аппарат и горит камыш. Яка сумна новина. О том, что второй за месяц бортразведчик стоимостью в 31 миллиард рублей сбили свои же, кинулись выть все Z-блогеры и срочно требуют наказать виновных. Аккурат в ночь второй годовщины вторжения ВСУ снова макнули диктатора лицом в грязь. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наша система ПВО не сработали бы. Техника. А буквально за несколько дней до этого воздушные силы Украины жгли камыш еще так 6-7 разов. Диктатор ничего лучше не придумал, как ввести в действие самое секретное и грозное оружие, самые мощные, аналогов нет. Икону Спаса Нерукотворного. Главному командованию воздушно-космических сил передается образ Спаса Нерукотворного. Это список с памятной иконы, которая имеет огромную историческую ценность и особое духовное значение. Она издавна покровительствует российскому воинству. А, самолет, да? Самолет. Упал, все горит. На аэродроме Чкаловский пыня с барского плеча подарил летчикам не настоящую икону, ну а только копию. Ну, наверное, поэтому и не сработало. Пол прекрасный. В него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже святая, то работают законы физики. Пропагандисты сплетничают, что именно на сбитом А-50У собирались устроить показательный полет для Путина и Шойгу, чтобы показать, как сбивают украинские ракеты. Борт был серьезно модернизирован, там установили новейшую электронику, и его не должна была взять ни одна система ПВО. Но, к сожалению, что-то пошло не так, и политтехнологи чуть раньше усадили диктатора на Ту-160, чтобы с большой высоты убитые дороги и деревянные туалеты были видны получше. Ну а всего, по данным вооруженных сил Украины, армия мародеров и убийц Шойгу потеряла уже 338 самолетов с начала вторжения. Ну а скоро уже и F-16 подъедут, и тогда уже... На этом у меня все. Что думаете о нашем топе, пишите в комментариях. И, конечно же, не забудьте поставить лайк, если вам понравился выпуск, и я не зря просматривала тонны шизанутого відео. Любі друзі, дорога родину, слава Україні, живе Білорусь! Покусики!